Привет, друзья! Механики России провели осмотр украинского танка Leopard 2А6 немецкого производства 1999 года. Ранее танк использовался 47-й отдельной механизированной бригадой армии Украины. Он наехал на мину и был брошен на Авдеевском направлении, где долго простоял в поле из-за проблем с эвакуацией. Танк Leopard 2А6 производился в Германии с 1997 года. При поступлении танков на Украину их оснастили дополнительными решетками для защиты от кумулятивных боеприпасов. Публикуем интервью механиков, рассказывающих о танке, которые обещают восстановить в течение 2 дней. Но судя по повреждениям, сделать это будет сложно. В комплектации данной его вес составляет более 65 тонн. Значит, данный танк был нами обнаружен силами и средствами технической разведки на Авдеевском направлении. Был эвакуирован после получения повреждений гусеничной ленты, это наезд на противотанковую мину. И, соответственно, был выведен из строя применением FPV-дронов нашими подразделениями, вследствие чего возникло возгорание электропроводки. Экипаж экстренно покинул машину, что позволило нам обнаружить данный танк и эвакуировать его силами и средствами нашего ремонтного подразделения. Значит, перед непосредственной эвакуацией была проведена инженерно-подготовка объекта для устранения каких-либо нюансов в плане безопасности, то есть это подрывы, различные минирования, потому что часто военнослужащие ВСУ, оставляя свою технику, выполняют какие-то различные минирования и дистанционные взрывные устройства устанавливаются. После проведения инженерно-подготовки данный танк был эвакуирован машиной ПРЭМ-1М, которая разница представляет почти 15 тонн. Несмотря на это, с танка были сбиты гусеничные ленты, вторая для облегчения транспортировки путем применения направленного взрыва тротиловой шашки. Убрали гусеничную ленту, соответственно, эвакуировали в ремонтное подразделение, где продолжим восстановление данного объекта. Как таковых значительных повреждений не было обнаружено, то есть военнослужащие ВСУ просто-напросто брошен был данный танк военнослужащим ВСУ. Значит, находясь в комплексной ремонтно-эвакуационной группе, силами и средствами технической разведки был выполнен поиск обнаружения данного объекта, проведена инженерная подготовка, то есть для эвакуации, во избежание каких-то детонаций, заминирований, различных взрывных, так скажем, ситуаций при транспортировке. То есть разминировали, да, территорию? Да, вследствие, значит, наезда данного танка на противотанковую мину, танк был обездвижен, соответственно, гусеничная лента одна вышла из строя, экипаж данной боевой машины совершил эвакуацию, то есть покинули боевую машину. Нашими военнослужащими было применено FPV-дроны применены на данном объекте для выведения из боевой готовности данного танка. Значит, FPV-дроны, при попадании FPV-дронов по боевому отделению были повреждены, множественные осколочные повреждения. Соответственно, произошло возгорание электропроводки, плавление деталей некоторых элементов, но ничего критичного нет. Сейчас будем заниматься непосредственно его восстановлением, то есть в течение 2 дней замена гусеничных лент, замена отдельных элементов электропроводки позволит нам в течение короткого периода времени восстановить данный танк и направить его для дальнейшего принятия решения вышестоящему командованию. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.